Мимар Синан родился 29 мая 1489 года в Стамбуле. Он был главным османским архитектором и инженером-строителем. Его деятельность пришлась во времена правления трех султанов – Явуза султана Селима, султана Сулеймана и его сына Селима. Это был выдающийся архитектор всех времен и народов, и большинство его шедевров дожили до наших дней. Этого персонажа нам показали в сериале, правда, не рассказали нам его историю. А жаль, выдающийся был человек, однако. Думаю, он заслуживает почестей и поклонения наперед не одно столетие. Сегодня у меня для вас водная легенда Мимара Синана, и больше всего меня в ней возмущает то, как поступили с ним современники. Главный архитектор Османской империи был не просто талантливым архитектором. Он стал тем человеком, который по приказу султана Сулеймана привел пресную воду в Стамбул. Именно благодаря его усилиям, знаниям и профессионализму Хюррем и Сулейман и последующие поколения династии имели возможность получить воду прямо в Топкапы, так, как будто они жили в современном мире. Султан Сулейман выразил свое намерение заплатить любые деньги за строительство системы подачи воды в Стамбул и сделал это, а Мимар сделал все, чтобы эта вода пришла к народу. Он спроектировал и построил по всему Стамбулу и вокруг него длинные бетонные рукава, по которым вода пошла в город. Еще Мимар выстроил в городе повсюду фонтаны, из которых люди могли спокойно эту воду брать. Но очень много воды утекало напрасно, потому как не было системы, которая бы перекрывала ее. И впервые был придуман кран, который смог эту воду закрыть. Однако нашлось много умников, которые строили подпольные ходы под фонтаны, чтобы проводить воду прямо к себе в дома. И тогда султан издал указ. Общественные фонтаны на стамбульских площадях являются собственностью людей. Но никто не получит воду в свой дом из-под земли, тайно пробираясь через эти фонтаны. Исключением этого указа стал сам архитектор Синан. В указе Сулеймана было написано: «Ты принес воду в Стамбул в 40 фонтанов. И в конце такой прекрасной работы ты можешь взять эту воду в свой дом из одного из этих фонтанов». Таким образом, Синан становится единственным в Стамбуле, у кого прямо в доме появляется пресная питьевая вода, кроме Топкапы, разумеется. Но, к сожалению, ближайшие потомки архитектора его вклад в развитие страны не оценили, и в конце своего пути Мимар был осужден судом при правлении Селима, сыне Сулеймана. Судьи сказали: «Кто такой Мимар Синан? Его дом в особом порядке обеспечен питьевой водой. В государстве есть более заслуженные люди, и они тоже достойны иметь воду в своих домах. И тогда, либо вода будет предоставлена им всем, либо ее не получит никто, в том числе и Синан». Легенда гласит, что когда умирал Мимар Синан в возрасте 100 лет, те, кто ухаживал за ним, открыли в его доме кран, чтобы налить воды, но вода не пошла из его крана. Синан, который дал османскому народу воду и привел ее в Стамбул, скончался в доме без воды. Его ответ тем, кто говорил об этом инциденте во время пребывания на смертном одре, очень интересен. Обстоятельства меняются. Сегодня за нашей спиной находятся люди, которым мы можем доверять. Но завтра мы можем обнаружить, что они исчезли. И мы не увидим никого, кто нам захотел бы помочь. Я скажу: не опирайтесь на стену, она может рухнуть. Не полагайтесь на человека, он умрет. Каждый из нас не может полагаться на смертные вещи. Люди могут полагаться лишь на Аллаха. Многие историки так описывают этот случай. Наше поколение не может избавиться от унижения перед лицом этого чудовищного случая. Эй, мир! Эй! Синан, который спас Стамбул от жажды, скончался в доме без воды. Thank you.